Мы на рыбалке. Мы вчера рыбачили, мы позавчера рыбачили. Сегодня будем рыбачить. Возможно, завтра. Сейчас мы снова уходим вверх по течению на лодке в поисках сакурамасу. И чтобы, хоть как-то разнообразить свои видео, я решил это видео сделать немножко тематическим. Сегодняшнюю рыбалку я хочу провести полностью и исключительно только лишь с одной единственной приманкой. Речь пойдет о компании Suprema, которая выпускает замечательные воблеры под названием Байла. У меня уже есть небольшой опыт ловли на эти приманки, но в маленьком размере. А перед поездкой на эту речку я зашел в один из наших местных магазинов и просто последний забрал из того, что было в 70-м размере, потому что речка не маленькая. Этой приманкой я никогда не рыбачил. И сегодняшнюю рыбалку я хочу провести с ней только и исключительно. Значит, рыбачим мы небольшой компанией. Я, товарищ, его жена и собака. Мои товарищи люди, достаточно опытные. Они, я думаю, без проблем сегодня поймают рыбу. В общем, я решил, что даже если они будут ловить много, я все равно буду ловить на байло. Если вдруг я, оторву эту приманку, а такая вероятность, конечно, есть, мне придется рыбачить на другие приманки. Об этом вы также узнаете. Как обычно, поснимаю речку, поснимаю рыбу, вываживание, поклевки. Приветствую всех, дамы и господа, а также рыбаки и не очень. Приманка выглядит вот так. Красивая упаковка, красивый воблер. Японцы умеют. Значит, мы сейчас поднимаемся вверх. По пути смотрим перспективные места, облавливаем и снова вверх. Примерно в обед мы планируем вернуться в лагерь, отдохнуть и снова уйти на речку. Сегодня дует ветер. Это не есть хорошо. Нитку выдувает. У товарища была поклевка, и тут же сход прямо под самым берегом. То есть рыба есть, но история повторяется. У рыбы не хватает жадности, злости. Она еле-еле берет приманку и выплевывает. И мы боимся, что весь день будет такая история. Давайте начнем. Ребята, рыба. По-моему, третий заброс. Это байло. Рыба. Давай, Костя, я вниз уйду. Вчера ты так делал? Рой, не надо, Рой. Я тебя прошу. Сход. Тем не менее, поклевка была. У нас поклевка. Пойду поснимаю. Мы сменили локацию. Буквально несколько бросков, и мы идем дальше. Хоть кто-то ловит. Жена товарища ловит на какую-то блесенку, колебалку. А у нас с товарищем что-то не получается. Поклевки есть, но мы не можем вытащить ее. Она выплевывает наши приманки. А тут пожалуйста, вторая семинка. Тут еще одна поклевка. А смогу ли вывести?
Ну, не знаю. Крючочки, конечно, у байлы маленькие. Но не знаю, не знаю. Но поклевка есть, тем не менее. То есть, в любом случае, рыба реагирует на эту приманку. Мы ведь не за рыбой приехали, а поснимать видео. Ух ты, как борется. Так, фрикцион. Борется, да, сильно. Пока еще освещение плохое. Солнце еще не встало, поэтому я не уверен в качестве картинки. Ну, как есть. Сейчас раннее утро. Солнце встанет, я, может быть, чуть-чуть поговорю непосредственно о приманке. Я сейчас даже не могу нормально рыбачить, я не вижу рельеф дна. А эту приманку, ну, куда попало, не кинешь. Все-таки она быстротонущая. Сима. А, нет, это не сима. Это маленький голечек. Молоть гольца. Или, может быть, какая-то местная мальма, не знаю. Я вижу вот эти точечки гольцовые. Снова сменили локацию. Поднимается солнце, становится жарко. Появляются комары. Рыбалки пока нет. У меня поклевка на байло. Пошли к берегу. Попробуем, по крайней мере, выйти к берегу. О, жена товарища тоже поймала рыбку некрупную. Выключу камеру, не хочу много материала снимать. Ух ты, как прыгает, ничего себе. Тоже мелкая. Рой, не надо, Рой! Не надо, Рой! Уймись! Сегодня жена товарища нас облавливает. Ну, сегодня рыба мелкая. Это вот прям совсем-совсем мелкая. Но тем не менее, ну чё, это эмоции, это рыба. Снова сменили локацию. Первый заброс, товарищ берет семинку. На череблат. Я вчера вот такой череблат потерял. Он ушел вместе с рыбой. Но рыба по-прежнему не крупная. Это минога. Но она забагрилась нечаянно, но... Нет, она была зарод, она только... А, зарод? Да, она... Я впервые вижу такое. Это минога. Ну, у нас еще их Рафу! раньше называли семидыр. Да. Очень интересная рыба. Для меня она загадочная. Твою мать! Короче, на новом месте 4 броска, 2 схода. Клюнула, дык-дык-дык-дык, свалилась. Только включил камеру, все, ушла. Ё-моё, обидно? Мы долго не задерживаемся на новом месте. Буквально каждый делает там по 10-15 бросков, и мы идем дальше. Ну, рыбалка трудовая, а сейчас
солнце полностью встанет, будет еще хуже. По сравнению со вчерашним днем вода сильно упала и посветлела. Если бы сегодня была обычная рыбалка у меня, то я бы использовал разные приманки. Где-то покрупнее, где-то совсем маленькие. Вчера работали крупные приманки. Сегодня вот я ограничен в возможностях. Я вынужден вот рыбачить только на байло. Несмотря ни на что. Только на байло. Я не в каждое место могу ее закинуть. Все-таки это быстротонущий воблер. Нужно учитывать глубину и рельеф дна. Эта женщина нас сегодня облавливает. Так бывает. У нас еще одна поклевка. Пошли. Пойдем. Держусь! Сидит. Такая неожиданная поклевка там, где вот не ожидал даже. Пока сидит. А выведу или нет, не знаю. Но тем не менее, как мы договаривались, это видео про байло. Уйдет, значит уйдет. Нам ведь нужно оценить приманку, а не набить мешок рыбой, правильно? Дорогие подписчики. Это байло 70H. Вот в таком вот прекрасном месте. О! Красота! Обалдеть! Как же здесь красиво. Я на этой речке рыбачил, не один раз, но вот именно здесь я впервые. Очень красиво, прям завораживает. Здесь освещение плохое, я не знаю, как получится. Картинка хорошая, нет, но эмоции прям зашкаливают. Бросок. Обычный бросок для такого типа приманок. Этот воблер не имеет системы заброса, поэтому летит обычно. Если хорошо нагрузить бланк, летит далеко. Если кинуть в полсилы, соответственно, и полетит недалеко. Вес этой приманки 10 грамм. И тест моей удочки до 10 грамм. Солнце, жара, насекомые. Рыбалка так себе. Но мы потихоньку уже возвращаемся в лагерь. Отдохнем. А потом посмотрим. Возможно, еще на вечерку выберемся. В общем, мы не унываем. Маленькая кунжа, молоть. Вот этот размер кунжи, он пока еще находится в реке, он еще не скатывается в море. Заброс. Вполне достаточно, неплохо. Вот снова поклевка и тут же сход.
Рыба такая очень неактивная, не жадная. Промежуточные итоги. Фурнитура. На самом деле, помимо самой приманки, очень важно качество фурнитуры. Вот у японских производителей, у многих, фурнитура, скажем так, ну, лично мне не нравится. То есть она таких жестких рыбалок не выдерживает. Все-таки у японцев, я считаю, рыбалка более деликатная. То есть бывает, что можно убить тройники там за пол рыбалки. Ну, бывает, сезон работают. Но в 100% случаев лично я потом меняю родные тройники, допустим, на китайские. Чуть-чуть побольше размером. И чтобы проволока была потолще. Ну, просто это с практичной стороны более вот удобно. И держится лучше, и как-то рыбу лучше просекают. А в данном конкретном случае, ну, вот лично у меня пока нареканий нет. Ни один не погнулся, не поломался. Знаете, вот когда тройники разгибаются, начинаешь инструментом их обратно придавать им форму, ну это все уже. Это, значит, в этом месте постоянно будет разгибаться. Я инструментом работаю не стесняясь. Вот жестко прям выдираю, снимаю тройники. Нормально, мне нравится. Я не знаю, сколько они проживут, но очень хорошо. Лакокрасочное покрытие. Ну, смотрите. Были поклевки, были вываживания до берега, сходы, были удары об камни, все было. Но мы еще не отрыбачили весь день. То есть вот мы сейчас потихоньку спускаемся в лагерь, потом отдохнем и, видимо, еще сходим на вечерку. Пока мы день не отрыбачили. И я не могу сказать, что рыбалка была такая вот жесткая, драйвовая. Нет. Рыбалка трудовая, поклевки редкие, ну, были, но тем не менее редкие. Вот. Но лакокрасочное покрытие, ну, оно уже, ну, видно, что уже нарушено. Как от зубов, от камней, так и от, собственно, тройников. Ну, сейчас у современных производителей, ну, практически все приманки, они вот такие. Ну, я не знаю, есть ли смысл относить вот этот момент к недостаткам этой приманки, я не знаю. Вот рассказываю как есть. Лера тянет рыбу. Большую рыбу. У меня тоже рыба. Товарищ шутит. Хочешь поймать мелочь? Поставь байло. Но на самом деле рефлексы у хищника одинаковые. Что у маленького хищника, что у большого. Это точно горбуша? Это стопроцентная горбуша. О, точно. Вот это да. Смотрите. Самая большая рыба рыбалки. И это оказалась горбуша. Но это одна из первых, которые заходят в реку. Потому что, ну, как бы рановато, да, для горбуши? Горбуш десяток, и можно сему не брать. Шикарная рыбина. Мы заскочили ненадолго в лагерь. Борщ, водка и обратно на речку. Даже собаки ловят. А мы просто смотрим. Мы на вечерке, но у нас что-то не клюет ничего. За вечерку первая поклевка вот у товарища. У нас пока все. У мужа жены товарища. Да, у мужа жены товарища. Вот, у нас пока все печально. На вечерке я ничего не поймал. У меня не получилось поймать. Товарища немного поймали. У меня не поклевки. Я не знаю, в чем дело. В приманке или во мне, не могу сказать и не хочу в этом разбираться. Что мы имеем по итогу?
Рыба на приманку, безусловно, реагирует. Вот, насколько я знаю, в Приморье, в соседнем регионе, в Приморском крае, очень уважают этого производителя. Я с ним пока еще плохо знаком, но вот по своему опыту могу сказать следующее. Безусловно, ну, такой хороший, качественный японец. Возможно, в каких-то условиях он лучше себя покажет, в каких-то хуже. Но чудес я бы не стал от него ожидать. Хороший японский воблер стримовой направленности. Вот, возможно, я мало отснял материала, но все-таки я снимаю любительское кино. Я не могу написать сценарий, все предугадать и по этому сценарию отснять. Получилось так, как получилось. Вот, стоит ли покупать этот воблер, я не знаю, я не раздаю таких советов. Поэтому по традиции, всем удачи. Увидимся на моем канале.